Шольц и чемодан с секретами, освобождения белорусского заключенного и без потери территорий не обойтись. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самое важное и интересные новости. Политический кризис в Румынии, нападение на демократию. Кто напал? Еще одна битва, проигранная ООН. Такова реальность этих переговоров. Где сирийский коллега Путина? Может ли Башар Асад сбежать из страны? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Россия, помимо возможного наступления на Запорожье, может предпринять операцию по форсированию Днепра для атаки на Херсон. Все мосты в этом направлении разрушены или повреждены. Но, по данным двух источников РБК «Украина», оккупанты стягивают на левый берег Днепра оборудование для наведения понтонных переправ и готовят войска. А также источники указывают на подготовку к наступлению на Славянск. Несколько дней назад местные власти там запретили проведение массовых мероприятий. О ситуации на фронте в целом поговорили с человеком, который внимательно следит за всеми деталями там. Вот эта вот агломерация Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка является, во-первых, это важнейший центр, важнейшая часть Донецкой области во всех отношениях. Это является основной целью давным-давно российского, одной из целей войны российской, то есть захват Донецкой области, а это, если считать, что южная часть Донецкой области очень-очень под угрозой и может быть захвачена, я имею в виду Курахово и Покровск в частности, то это остается, получается, важнейшей целью российского командования и Кремля. И вот бои в тех местах потихоньку приближаются к этой агломерации. Необходимо, безусловно, украинцам необходимо максимально подготовить ее к обороне и максимально обезопасить, как мне видится, с военной точки зрения, обезопасить население, а подготовить к обороне в том числе и подразумевает эвакуацию населения. Наличие населения во всех отношениях мешает подготовке к обороне. Прекращение огня не означает потерю территории, говорит Йенс Столтенберг, экс-генеральный секретарь НАТО. Он считает, что для того, чтобы добиться окончания войны, нужно идти на территориальные уступки, пусть даже временные. Нам нужна линия прекращения огня, и, конечно, эта линия должна в идеале включать все районы, которые Россия в настоящее время контролирует. Но мы видим, что это, скорее всего, нереально в ближайшем будущем. Кремль стремится в ходе потенциальных переговоров потребовать контроль над всей территорией Херсонской и Запорожской областей, а не только над захваченными частями. Таким образом, Москва хочет исключить обсуждение этих регионов в будущем. Максимальная цель России – полный контроль над областями, минимальная – растянуть украинские силы. В Киев прибыл канцлер Германии и сразу стал мемом. Он сошел с поезда с серебристым загадочным чемоданчиком, о содержании которого можно только догадываться. Поэтому мы и спросили вас, что думаете, что в чемоданчике Шольца. Мы собираем ваши мысли со всех площадок, в Телеграм, Твиттер и тут, в Ютубе, и ваши голоса распределились таким образом, по крайней мере, на момент записи этого видео. Итак, на вопрос, что в чемоданчике у Шольца, 28% из вас ответили, что там мини-таурус, 24% считают, что там его мирный план, 22% думают, что в чемодане яйцо Кощея из бункера, 18% считают, что там то же самое, что и у Путина в чемоданчике, ну а 8% убеждены, что там ядерка. Спасибо, что голосуете, спасибо, что принимаете участие в наших опросах. Это очень важно и на самом деле интересно знать ваше мнение. В Румынии разгорается политический кризис. Там прошли парламентские выборы, и результаты для многих оказались неожиданными. Проевропейские партии, поддерживающие Украину, получают шанс сохранить власть. Лидер Демократического альянса венгров в Румынии поблагодарил избирателей, которые поддержали его политическую силу, и отметил, что после первого тура президентских выборов стало очевидно, над страной нависла угроза, а тут еще и парламентские. Мы благодарим тех, кто голосовал за нас на парламентских выборах.
Тех, кто, увидев результаты первого тура президентских выборов и осознав, что мы находимся перед реальной угрозой, пообещал нам прийти и проголосовать за нас. Я должен поблагодарить всех этнических венгров и румын, которые согласились с тем, что голос разума имеет значение в этот период времени. Тем временем лидер ультраправого альянса за объединение румын обвинил политический истеблишмент в, цитирую, «нападении на демократию», конец цитаты. На парламентских выборах его партия показала сильный результат, став второй по популярности после правящей коалиции социал-демократов. За последнюю неделю мы стали свидетелями настоящей атаки на демократию, на свободу, на наши национальные ценности. Румынский народ заговорил. И предательский политический класс, который пытался игнорировать голос румынского народа, я надеюсь, воздержится от манипуляций, не допустит даже мысли о том, что воля румынского народа может быть проигнорирована. Особую интригу добавляет неожиданное лидерство в первом туре после президентских выборов, которые состоялись неделю назад, независимого ультраправого кандидата Калина Джорджеску, который ранее оставался малоизвестным. Это подогрело подозрения во вмешательстве в избирательную кампанию, и сейчас Высший суд Румынии должен вынести решение, аннулировать ли результаты первого тура президентских выборов. Если это произойдет, политическая ситуация в стране станет еще более нестабильной. Уже около недели продолжается обострение в Сирии. Мы следим за ситуацией там вместе с вами, ведь это важно не только для Ближнего Востока, а и для всего мира. Мы находимся в критической ситуации. С последним наступлением повстанцев мы стали свидетелями возобновления гражданской войны. Это прежде всего негативно сказывается на мирном населении. Я призываю все стороны к тому, что необходимо соблюдать международное гуманитарное право, чтобы избавить людей от страданий во время сирийского конфликта. Один из главных вопросов в том, где сейчас находится сирийский диктатор, армия которого, подобно путинской, побеждает в основном в медиа. Мы спросили у военного эксперта, специалиста по региону Ближнего Востока Давида Шарпа о том, что в принципе происходит и где Башар Асад. Людей, которые не совсем понимают в сирийском войне и особо в курсе, возникла мысль, что он сбежал, значит, из Сирии в Россию. Значит, это, естественно, мысль неверная. Во-первых, он там был еще до того, как события стали развиваться очень, насколько я понимаю, и говорят по причине онкологии своей жены. Впрочем, я не уверен в этом на 100%, там, что там у нее с онкологией из-за этого ли была, но не суть. Асад не сбегал из Сирии в годы, самые тяжелые моменты гражданской войны, когда в буквальном смысле в километре 2 от его дворца президентского шли бои, и пол Дамаска были под повстанцами, и вообще формально он контролировал 20% территории. Правда, даже в те времена повстанцам не удавалось захватить целиком Алеппо, то, что им, видимо, удалось сейчас сделать. Но, тем не менее, он не из тех, кто убегал, он был на месте, и сейчас нет причин убегать, и не было причин убегать. В ООН не смогли принять решение даже в битве с пластиком. Переговоры по глобальному договору об ограничении загрязнения пластиком зашли в тупик из-за резкого конфликта интересов. Более 100 стран поддерживают идею сокращения производства пластика как ключевой меры борьбы с кризисом загрязнения, но несколько нефтехимических гигантов, включая представителей Саудовской Аравии, настаивают на том, чтобы сосредоточиться только на управлении отходами, не ограничивая производство. Это и создает серьезный разлом на 5-й встрече Межправительственного комитета ООН в Южной Корее. Существует определенная структура того, каким потенциально может быть этот документ, и это является важным следующим шагом на пути к тому, каким мы его увидим. Очевидно, что расхождения все еще сохраняются. Такова реальность этих переговоров. Важной инициативой стал план, предложенный Панамой и поддержанный большинством государств, предусматривающий глобальные лимиты на производство пластика. Но он столкнулся с жестким сопротивлением стран-производителей нефти, использующих тактику процедурного торможения, чтобы затянуть процесс. Итогом встречи стало решение перенести ключевые обсуждения на следующий этап переговоров.
Оксфордский словарь назвал слово года, им стал термин brain rot. Brain rot — это сленговое слово, которым называют низкокачественный интернет-контент, который может плохо влиять на психику. Это также про то, как слишком много времени в цифровых медиа может затупить мозг, снижает концентрацию, портит внимание и может даже привести к проблемам с психикой. Термин был использован Генри Дэвидом Торо в книге «Уолден» в 1854 году. В 2024 году brain rot получил новую популярность. Выбор слова года определяла группа из 4 экспертов, а в голосовании приняли участие более 37 тысяч человек. В 5 номинантов также вошли демюр, тренд на сдержанное или ответственное поведение, dynamic pricing, изменение цены на товар или услугу в зависимости от спроса, lore, совокупность знаний, связанных с кем-то или с чем-то, romantasy, жанр литературы, сочетающий романтику и фэнтези, и слоп, низкокачественный контент, который создан с помощью искусственного интеллекта. Белоруса Евгения Муравицкого, задержанного на митинге в Грузии, освободили из СИЗО. Как сообщает Медиазона, на него составили протокол по обвинению в оскорблении спецназовца. После выхода из изолятора документы мужчине не вернули, но на 3 декабря назначили встречу в миграционной службе. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.